Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня вы узнаете, как сохранить свою кожу в холодное зимнее время, когда включено паровое отопление. Сегодня поговорим про увлажнение кожи. Увлажнять кожу можно несколькими способами. Сегодня вы узнаете способы увлажнения кожи в домашних условиях. Первый и самый простой способ – это, конечно, приобрести увлажнитель воздуха. Этот способ хорош не только для увлажнения кожи, но и для здоровья. Не забывайте, что воздух в сухом помещении влияет плохо на состояние здоровья, на состояние легких и, естественно, на состояние кожи. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно приобретайте увлажнители. Они есть абсолютно разные, есть дорогие, есть дешевые. У нас в каждой комнате стоит увлажнитель, и я чувствую легкость, и кожа моя не пересушивается и всегда в отличном увлажненном состоянии. Следующий вариант – это, конечно, распариватели. Различные увлажняющие процедуры можно сделать с помощью распаривания в домашних условиях. Есть разные приборы. У меня есть вот такой прибор, он одновременно разогревает кожу, увлажняет, естественно, смягчает кожу, подготавливает кожу к нанесению различных масок, скрабов и пилингов. Кто не знает, как в домашних условиях сделать домашний пилинг, вот тут посмотрите, отличный рецепт, отлично подготавливает кожу к дальнейшим процедурам и омолаживающим маскам. И, конечно, следующий вариант, если у вас нет увлажнителя дома и вы не хотите тратиться, есть очень простой способ, это увлажняющий компресс, который вы также можете сделать самостоятельно. После приема душа, в ванной, либо в бане или в сауне возьмите обычное махровое полотенце, опустите в горячую воду, отожмите так, чтобы полотенце не стекала вода горячая, так, чтобы был только лишь пар. И постепенно приближая к лицу этот пар, мелкие частицы влаги, мелкие частицы воды в парообразном состоянии будут также очень хорошо увлажнять кожу. Эти разогревающие процедуры можно делать лишь в том случае, если у вас нет купероза. Если на коже имеются участки, поврежденные куперозом, то не огорчайтесь, все равно увлажнять кожу можно таким способом. Единственное, смочите полотенце водой комнатной температуры и также прислоните, подержите примерно 5 минут. Вот такие простые способы увлажнения с помощью различных приборов и различных трюков от меня. А сейчас покажу маску, которая дает очень хороший увлажняющий эффект. Маска увлажняющая состоит из простых доступных ингредиентов. Надеюсь, эта маска вам поможет увлажнить свою кожу без затрат. И давайте приступим. Нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите 1 чайную ложку сока алоэ. Если под рукой нет готового сока алоэ, то его можно заменить и алоэм, приготовленным самостоятельно. Если есть свежий алоэ, то срежьте толстый лист, отожмите и используйте именно саму мякоть. Также для сегодняшнего увлажняющего средства подойдет и алоэ аптечный, тоже 1 ампулу возьмите, и хорошо это средство тоже будет работать. Также подойдет сок огурца, либо сок капусты. Возьмите 1 чайную ложку сока алоэ. Сок алоэ – это самый доступный увлажняющий компонент, который вы можете использовать в домашнем уходе. Следующий компонент для сегодняшней маски нам понадобится крахмал. Крахмал использовать можно как кукурузный, так и картофельный. Я использую для домашних масок кукурузный крахмал. На мой взгляд, он более мягко ложится и очень впитывается хорошо. Также возьмите 1 чайную ложку крахмала. Тщательно взбейте эти компоненты так, чтобы получилась приятная однородная консистенция.
Следующий компонент нам понадобится глицерин. Глицерин – это лучший увлажняющий компонент, который очень интенсивно удерживает влагу в эпидермисе кожи. Нужно взять 10 капель глицерина. И также смешать все компоненты. Следующий очень активный увлажняющий ингредиент – это гиалуроновая кислота. Можно использовать аптечную гиалуроновую кислоту, можно использовать гиалуроновую кислоту в составе различных сывороток. Это может быть гиалуроновая кислота с пептидами, гиалурон с коллагеном, гиалурон с Q10. Любой компонент хорошо подходит. Также, если у вас нет возможности купить в чистом виде гиалуроновую кислоту, то в аптеке продается блефорагель-1. На первом месте в составе блефорагеля-1 как раз и есть гиалуроновая кислота. Также нужно взять 10 капель. И также смешайте все компоненты. Получается очень интенсивная, эффективная увлажняющая маска. Эту маску можно наносить дополнительно к тем увлажняющим процедурам, о которых я вам рассказывала ранее. Маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Наносить эту маску лучше всего после распаривания, если у вас нет купероза. Также эту маску можно нанести и после кислотного пилинга. Как сделать в домашних условиях кислотную скатку, посмотрите. Как сделать в домашних условиях кислотную скатку, посмотрите тут. Наносить эту маску нужно на подготовленную кожу. Нанесите маску на лицо, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Вбивающими движениями нанесите маску на кожу вокруг глаз. Также ее можно нанести и на верхнее нависшее веко. В момент подсыхания маска дает и легкий подтягивающий эффект. Нанесите маску одним толстым слоем. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем смойте водой комнатной температуры и нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.